Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие игровые коврики для мыши, которые можно купить в 2024 году. Подобрал топ-5 моделей под любые требования, будь то размер, тип покрытия, материалы, окантовка и так далее. Ищите компактный коврик для мыши, чтобы много места не занимал и играть было удобно? Есть такие. Подыскивайте скатерть на весь стол, чтобы ни в чем не ограничиваться? Пожалуйста. Ковер средних размеров? Тоже есть. Бюджет всего 1000 рублей? Найдется вариантик. Единственное, не стал брать в рейтинге всякие стеклянные и пластиковые ковры. Мне кажется, это довольно специфичный материал покрытия. Но и простая, казалось бы, ткань разная бывает. Поэтому давайте посмотрим, что там можно купить для гейминга. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! На последней строчке рейтинга Razer Gigantus V2 Medium. Самый доступный ковер с минимальным ценником в этом рейтинге – около 1300 рублей. Мне он понравился по нескольким причинам, одна из которых – линейка размеров. Конкретно я зацепился за медиум с параметрами 360 мм в ширину, 275 в длину и 3 мм в толщину. Небольшой размерчик чисто под мышь и ничего больше. Но при желании в вашем распоряжении есть еще размер Large 450 на 400 на 3 мм и 2XL совсем здоровый 1200 на 550. В общем, действительно неплохой выбор по размерам. Сверху ковра стандартное тканевое покрытие. Приятная на ощупь мягкая ткань, по которой мышка отлично ездит, не спотыкается и не срывает. Покрытие в меру шершавое, позволяет мышке не летать по ковру, а контролируемо перемещаться. Если выбирать между Speed и Control, то это скорее гибрид. Внутри набита мягкая резиновая пена зеленого цвета, очень приятно рукой ощущается. Под пеной уже обычное резиновое основание, довольно прочное и цепкое. Просто так сдвинуть ковер со стола во время катки шансы около нулевые, поэтому в этом плане вопросов нет. А вот с оверлоком беда, точнее с его отсутствием. Поэтому я бы посоветовал быть осторожнее и стараться не пачкать ковер, чтобы лишний раз не стирать. Если стирать каждые 2 недели, вся ткань быстро перестанет скользить и начнет расползаться. Особенно если учитывать, что полностью черный ковер с легкостью собирает всю шерсть и пыль. Первое время сложно будет удержаться и не почистить губкой с мыльной водой. Конечно, никто вам не запрещает, но если есть вариант обойтись влажной салфеткой, будет намного лучше. На 4-й строчке еще один бюджетный коврик – Red Square K-Rox Matte 3XL. У него уже сильно интереснее принт. Не просто минималистичный черный цвет, а хотя бы какое-то разнообразие в виде свеча в красно-темных тонах. Впрочем, это все вкусовщина, о которой рассказывать не так важно. Вы и без меня разберетесь, какой ковер по дизайну подойдет больше. А вот в рейтинге я решил добавить его благодаря размеру 1200 на 600 мм. Это вам не шутки. Такой ковер может буквально застелить весь стол. И что еще приятнее, цена. Это самый такой бюджетный, адекватный по качеству вариант при своих размерах. Поэтому, если ищете максимально большой ковер за минимальную цену, да еще и с неоднообразным принтом, присмотритесь к этому Red Square. Очевидно, что у него самое базовое тканевое покрытие без всяких выдумок и улучшайзингов. Но какую-никакую защиту от пота и пыли добавили, и уже неплохо. Намного важнее прошитая окантовка. Как ни крути, а благодаря ей ковер проживет дольше и легче перенесет стирки. По скольжению ковер скорее подходит под тип скоростного, то есть максимально плавный и скользкий. Этот момент тоже важно учитывать. Все-таки, если вам нужен еще какой-то точечный контроль над прицелом, то лучше брать Control или комбинированный Speed Control. А вообще, если вы играете просто на любительском уровне, то не забивайте голову. Главное, что мышь без проблем скользит и адекватно себя ведет. Все остальные замашки оставьте киберкотлетам с дорогими коврами по 5000, где действительно важна каждая мелочь. В рейтинге, кстати, есть и такие. Поэтому, киберспортсмены, ваше время еще настанет. Теперь давайте посмотрим на более компактную модель, которая точно поместится на столе. Zowie PTF X Small. Не одни же скатерти всем интересны. Это ковер размерами 355 мм в длину, 315 в ширину. Вполне удобный вариант, его достаточно для активных и широких движений. Однако привлекает внимание в нем другое – покрытие. Оно не совсем привычно.
По фото на первый взгляд похоже, что это обычная ткань, но это совсем не так. По составу это ткань, которую совместили с пластиком. По ощущениям, ковер сам по себе не мягкий, как обычные тканевые модели, а жестковатый, ближе к пластиковому. Но именно сама поверхность немного продавливается. Сделано это было для достижения низкого коэффициента трения, поэтому мышь скользит здесь лучше, чем на типичной ткани, но хуже, чем на пластике. При этом рука комфортно лежит и не напрягается. Запястье не устает и не натирает. Поэтому играть на таком ковре однозначно сплошное удовольствие. Да и не уедет он никуда. Со стола случайным движением не сдвинется. Поэтому, в принципе, переживать здесь не за что. И чем еще мне понравился этот Zowie, помимо интересного верхнего слоя, так это прошитыми краями. Можно вообще не переживать за быстрый износ, частую стирку и жесткое использование. Смело возите по ковру и в хвост, и в гриву, а потом спокойно стирайте, не переживая о том, что ткань расползется или основание отслоится. Но и прошлые бюджетные модели без прошивки таким тоже не страдали. Но Кант действительно больше внушает доверие тем, кому реально пришлось столкнуться с торчащими нитками и расслоением материалов. Второе место занимает X-Ray Pad Aqua Control 2 Sakura. X-Ray Pad делают очень интересные ковры в плане многообразия принтов. Есть очень много вариантов. Однотонные, с изображением сакуры, волны, абстракции. И все это в самых разных цветовых комбинациях. В общем, перечислять все нет смысла. Лично мне зашел Sakura Green, поэтому на его примере и расскажу вам что да как. Не обошлось без широкой размерной сетки. Наш 900 на 400 мм это максимальный размер в линейке Sakura Green. Есть 360 на 300, 450 на 400, 500 на 500 мм. Так что под любые критерии можно подобрать себе X-Ray Pad, если уж так сильно понравится. При этом ковер из достаточно дорогой лиги, но поверхность заслуживает особого внимания. Вообще ковер позиционируется как разработка для профессиональных игроков. Его покрытие подходит под большинство жанров игр. Мышь очень хорошо контролируется и в меру скользит. Опять же, Speed Control. По ощущениям, шероховатая ткань даже чувствуется как совсем другая, если сравнивать со всеми прошлыми моделями. За такую цену это не удивительно, но это все равно одно из лучших решений на рынке. Японская ткань Amuzen устойчива к поту, грязи и влаге. Хотя, если решите остановиться на чисто белом ковре, то это никак не спасет от частых стирок. Благо, с этим никаких проблем не возникнет. Ткань плотная, шелковая, с фактурным плетением. Не нужно бояться лишний раз протереть или постирать коврик. Поэтому выбирайте расцветку, ищите подходящий размер и без единого сомнения заказывайте себе такой, если хотите получить один из лучших ковров. Ну и первое место занимает Pulsar Paraspeed V2 XXL. Этот ковер я взял в рейтинг как промежуточное звено между топовыми X-Ray Pad и Endgame. То есть этакий баланс цена-качество и все такое. Конечно, его ценник от этого не опустился до 1000 рублей. Но, например, за вот эту большую версию 900 на 400 мм нужно отдать чуть более 4000 рублей. Уже приятнее, тем более, когда речь идет о ковре, созданном специально для профессиональных киберспортсменов. Какие перспективы, какие амбиции. Уже чувствуете, как улучшается скилл? Нет? Конечно, у вас и ковра этого нет. Шутки шутками, а с дизайном все по-прежнему скудновато. Просто сплошной черный цвет. Могли бы хотя бы какую-то Special Edition сделать. Ну, не мне им указывать. Размерная сетка тоже состоит лишь из этого одного варианта. По крайней мере, на момент выхода ролика. Впрочем, по материалам Pulsar чуть ли не идентичен прошлому Endgame. Низ понятно, надежная устойчивая резина. Поверхность из той же кордуры, поэтому и по типу покрытия этот ковер относится к спидовым. Второй раз об этой ткани я повторяться не буду. Если вас с первого раза я не убедил, то и со второго не получится. И я полностью понимаю. Тут намного сильнее действует потрогать ковер руками, вживую, а не через экран. Слова словами, а тактильное ощущение и плавность хода мыши при использовании надо прочувствовать каждому. Поэтому, если вы ищете лучшие ковры за свои деньги для киберспортсменских перспектив или около того, то смотрите на последние 3-4 позиции рейтинга. А если вы геймер-любитель, то на остальную парочку. Там же и с бюджетом определитесь. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.